Кэтрин всегда дорожила своими летними визитами в деревню к своей бабушке, однако в этом году ее ждало нечто экстраординарное. Когда она вышла из машины и подошла к дому своей бабушки, она заметила маленького серого щенка, который возбужденно вилял хвостом. Глаза Кэтрин расширились от удивления. «Бабушка, кто эта прелестная малышка?» — спросила Кэтрин, опускаясь на колени, чтобы погладить крошечного щенка. Бабушка тепло улыбнулась. «О, моя дорогая Кэтрин, я нашла этого маленького серого комочка около леса. Он был совсем один. Я не могла оставить его там, поэтому принесла его домой». Кэтрин была мгновенно поражена обаянием щенка. Она решила назвать его Джеффом. С этого момента Джефф стал постоянным спутником Кэтрин. Во время ее летних прогулок он следовал за ней, куда бы она ни пошла. Пока Кэтрин оставалась в деревне, она заботилась о Джеффе как о собственном ребенке. Она кормила его коровьим молоком и давала ему мясо, чтобы обеспечить его рост и благополучие. Кэтрин даже пыталась научить его некоторым основным командам, но Джефф часто отвечал ей игривым безразличием, заставляя ее смеяться. Дни превратились в недели, и вскоре Джефф вырос до размеров взрослой собаки. Его когда-то маленькие невинные глаза теперь светились разумом, а клыки стали заметно острее. Кэтрин пора было возвращаться домой. Она села в автобус, который должен был отвезти ее обратно, в шумный город. Однако у судьбы были другие планы. Всего через 3 километра автобус внезапно остановился. Из двигателя валил дым. Водитель объявил, что им нужно дождаться замены автобуса, но Кэтрин знала, что не может позволить себе опоздать на свой рейс. Полной решимости она решила идти по шоссе, несмотря на то, что до аэропорта было еще 5 километров. Пока Кэтрин шла, ее сердце колотилось в груди. Рядом с ней с визгом остановилась машина. Вышли 3 мужчин с далеко не благородными намерениями. Паника охватила Кэтрин, когда один из мужчин схватил ее, а 2 других удерживали ее. Она звала на помощь, ее голос был отчаянной мольбой в безлюдной местности. А затем, словно в ответ на ее зов, яростный и первобытный, рев нарушил тишину момента. К ее изумлению из тени появился волк, его пронзительные глаза остановились на мужчинах. Волк бросился на первого нападавшего, вонзив зубы ему в руку. 2 других бросились защищаться, но свирепость волка не знала границ. Он сражался с неумолимой решимостью, оставляя нападавших в крови и синяках. После жестокой атаки мужчины быстро отступили, в их глазах был явный страх. Когда машина умчалась, Кэтрин стояла там, дрожа. Ее сердце было наполнено смесью благодарностей, страха. Именно тогда она заметила волка, хромающего к ней. Его серый мех был перепачкан грязью и кровью. Когда волк приблизился, глаза Кэтрин расширились от удивления. Это был Джефф, ее верный спутник. Вот так волк отблагодарил девушку за ее ласку и доброту. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.